История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Мне очень нравится немецкая литература 30-х годов 20 века, времен прихода к власти Адольфа Гитлера, а именно про борьбу антифашистов с ним. Их гноили в концлагерях, преследовали и репрессировали. А немецкие авторы пытались осознать и отрефлексировать, почему Гитлер получил эту власть над умами и сердцами людей. Одна из моих самых любимых книжек – книжка Анны Зегерс. Она называется «Седьмой крест». Она написана в 1939 году, практически перед самым началом Второй мировой войны. В ней рассказывается история 7 заключенных, которые бежали из концлагеря Вестгофен. После побега около барака номер 3 администрация концлагеря срубила 7 деревьев, оставив пеньки чуть повыше человеческого роста, а к ним были прибиты доски. И выглядело это как 7 крестов по числу сбежавших. По плану коменданта концлагеря каждый беглец должен был быть пойман и распят на кресте в устрашение всем остальным узникам, чтобы сломить их волю к свободе. В течение всего повествования на убежавших идет охота, очень похожая на идущую прямо сейчас дикую охоту на людей в Беларуси. Уже поймано 6 беглецов, но администрация концлагеря никак не может поймать 7-го. 7-й крест пуст. И в концлагере начинается волнение и бунт. Люди смотрят на 7-й крест с надеждой и понимают, что 7-й беглец спасся. Администрация концлагеря лютует, истязает людей, но 7-й крест пустой. В Беларуси много умных, мужественных, смелых людей. Они выходят на улицу, звонят в милицию, проводят акции, пишут в соцсети, создают свои YouTube-каналы и Telegram-каналы. И пока блогеры выходят со своими видео, пока работают Telegram-каналы, пока люди не отступают, 7-й крест остается пустым, как символ того, что даже в концлагере можно не сдаваться и бороться за свободу. Поэтому, когда я читаю, что кто-то еще смог убежать, и кого-то еще безуспешно ловят, но не поймали, а кто-то вышел после заточения, я говорю себе тихонько, а 7-й крест все-таки пустой. Ну и еще о крестах, на этот раз белорусских. Вы заметили, что 25 лет Александру Лукашенко чертовски везло? Везение было прямо какое-то нечеловеческое. И только в этом году удача отвернулась от него. Постоянно что-то происходит, что можно назвать катастрофическими неудачами для него и его команды. Народная мудрость, культура обрядов, ритуалов, традиций и, конечно, прощание с теми, кто уходит от нас навсегда, копилась и собиралась столетиями. И она копилась не просто так. 4 апреля 2019 год назад, Великий пост перед Пасхой, по личному распоряжению Александра Лукашенко снесли кресты на месте расстрела в Куропатах. Куропаты – особое место для белорусов. Именно с шествия в Куропатах в 1988 году началось движение за независимую Беларусь в СССР. Там, в Куропатах, лежат люди, умершие страшной и мученической смертью, перед этим пережившие пытки. Мертвые люди, которых никто никогда так и не похоронил по-человечески. Лукашенко не зринул кресты и этим самым бросил вызов не живым людям, а царству мертвых. А там совсем другое время, совсем другие законы. Ответка от безымянных могил, оставшихся без крестов, прилетела Лукашенко через год. Все закрутилось именно с апреля 2020-го. Удача отвернулась от Александра Григорьевича. Меня часто спрашивают, почему я так уверена, что Александру Лукашенко осталось недолго быть у власти? Почему я даже не сомневаюсь? Потому что Лукашенко остался один. Да, у него есть те, кто по его приказу готов хватать, рвать, бить, унижать, арестовывать, но он все равно один. До него и после него пустота. Я думаю, Александр Лукашенко панически боится смерти. У смерти выиграть нельзя. Запугать или репрессировать ее не получится. Ее даже нельзя отменить президентским декретом. А Лукашенко сам, своими руками, своими действиями в Куропатах вызвал на бой не живых. Он вызвал на бой мертвых. И они откликнулись. И они не успокоятся, пока не заберут его туда, откуда они пришли. А мы
Мы останемся жить, растить детей, сажать цветы на могилах предков, строить города и запускать в небо самолеты, обниматься, радоваться дождю и грозе, собирать землянику в лесу, кормить уточек в парках. И одним единственным напоминанием про все эти страшные события, которые мы сегодня переживаем, будет стоять пустой крест у развилки дороги. Тот самый 7-й крест для непойманного беглеца из фашистского концлагеря.